пациенте жалобы на головную боль. Обследование выявило жидкостную ловушку верхушки пирамиды слева. Просьба обратить внимание на данное заключение на наличие кистозно-объемных и очаговых образований и выявить, есть ли другие аномалии развития головного мозга, в том числе врожденные. В случае обнаружения просьба указать размер и указать местонахождение на снимке для просмотра в программе RadiEnt. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациента 2000 года рождения. Дата исследования – 3 мая 2000 года. Область исследования – головной мозг. Срединные структуры головного мозга не смещены. Боковые желудочки симметричны, не расширены. Третий, четвертый желудочки мозга не расширены. Индекс Эванса 0,25. Цистерны основания мозга прослеживаются, не деформированы. Область турецкого седла. Супрасилярная цистерна несколько пролоббирует в полость турецкого седла, расстояние до хиазмы 6 мм, гипофиз однородной структуры, в размерах не увеличен, высота гипофиза 5 мм, СЭК T2 скан 115. Хиазмальная область без особенностей. Мастомы жечковые углы свободны. Сильвиевы щели и конвекситальные борозды прослеживаются с обеих сторон, не расширены. Участков измененного МР сигнала в веществе головного мозга не выявлено. Ствол мозга без особенностей, мозжечок симметричный, однородной структуры. Церебро-спинальный переход без особенностей. Данных за наличие ОНГ и объемных образований головного мозга не получено. Придаточные пазухи носа в зоне сканирования без особенностей. Обращает на себя внимание гиперплазия глоточной миндалины, дыхательный просвет сужен до 10 мм, СЭК T2 скан 120. Заключение. МР картина тенденции к формированию пустого турецкого седла, гиперплазия глоточной миндалины второй степени. Рекомендована консультация невролога, лор-врача. 4 мая 2022 года, доцент кафедры К. М. Н. Котов М. А. Комментарий врача-рентгенолога. В целом с головой нормально все, какой-либо грубой патологии нет. Есть минимальные признаки повышения внутричерепного давления, тенденция к формированию пустого турецкого седла. С этим лучше обратиться к неврологу. Также увеличена глоточная миндалина, из-за этого есть затруднение дыхания. Нужно лору показаться.